Всем привет! Я Марина и с вами Школа Сакрамел. Аппарат – опасный прибор в руках неопытного мастера. Можно повредить ногти, оставить пропилы. В видео покажу, как правильно им работать, выполнить снятие и аппаратный маникюр. Ставьте лайки, поехали! Какие насадки для снятия выбрать новичку? Они у нас бывают керамические и твердосплавные металлические. Первые имеют более тонкие лезвия, поэтому снимают материал грубо, сильно. А твердосплавные насадки больше подходят для новичков, так как не так грубо снимают материал. По форме отдаем предпочтение конусовидным насадкам. Те насадки, которые имеют пузико, имеют меньшую рабочую поверхность и снятие будет производиться дольше. А острый носик насадки удобен при снятии гель-лака по периметру кутикулы. Включаю аппарат на полную мощность и задней частью насадки убираю длину, так как у нас впоследствии будет наращивание ногтей. При этом насадка должна стоять четко перпендикулярно. Если она будет заваливаться под ногтевую пластину, то может дергать ноготь при убирании длины. Как вы можете научиться снимать гель-лак аппаратом? Покройте типс белым цветом. Далее в 2 слоя черным гель-лаком и топовым покрытием. После просушки попытайтесь снять покрытие при помощи аппарата. Снимайте постепенно, доходя до белого цвета. Белый цвет – это будет базовое покрытие. Ваша задача не дойти до типса. Насадку располагаю поперек ногтевой пластины и выполняю длинные движения. Важно, что работаю в положении форвард на максимальных оборотах. Если использовать низкие обороты, то насадка будет зарываться в покрытие, образуя бугры. После этого аккуратно носиком дорабатываю периметр у кутикулы, не снимая материал полностью до натурального ногтя, так как будет вероятность его повредить. Оставляю тонкий слой, который впоследствии я уберу при помощи пилочки, так как у нас в дальнейшем будет наращивание ногтей. Если вы хотите сделать в дальнейшем покрытие гель-лак, то нет смысла полностью убирать базу, если она хорошо держится. Но если вы видите отслойки, то их обязательно нужно снять на этом этапе полностью, для того, чтобы не тратить время на пилочку или баф. Движение вдоль ногтевой пластины справа налево позволяет выгладить поверхность и избавиться от появившихся бугорков. Для того, чтобы моя насадка не пропиливала ногтевую пластину, не застревала под кутикулой, я сначала раскрываю карман проксимального валика. Для этого использую апельсиновую палочку и приподнимающими движениями отталкиваю кутикулу. Вместо апельсиновой палочки можно воспользоваться и металлическим пушером, но когда кутикула налипшая, как на большом пальце, проще использовать палочку. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться к обучению и получить доступ к базе знаний Школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов для начинающих и опытных мастеров по цене одного с получением сертификата. Теперь они доступны по всему миру. Для подробной информации переходите по ссылке в описании. Для маникюра могут подойти различные насадки с вот таким мелким напылением. Если вы будете использовать насадку очень тонкую, она будет не плавно проходить по ногтевой пластине, а застревать. Слишком пузатая насадка, в свою очередь, также будет оставлять пропилы при неправильном расположении насадки относительно ногтевой пластины. Одна из самых популярных насадок у мастеров – это фреза «Пламя», диаметр 0,21 или 0,23. Данная насадка имеет красную насечку, это говорит о том, что она средняя по жесткости, и она подходит в основном под все типы кожи и кутикулы. Перед тем, как приступить к работе на ногтях, на клиенте, обязательно выполните тренировочное упражнение, которое позволит вам понять нажим на насадку. Работайте по бафику плоскостью насадки, выполняя выглаживающее движение. Поверхность при этом не изменилась. Если поднимать высоко насадку на носик, она будет прокалывать бафик, а на ногтях будут образовываться пропилы. Начинаю обрабатывать левую сторону кутикулы. Для этого включаю аппарат на приблизительно 15-17 тысяч оборотов в положении форвард
И идем мелкими стежочками справа налево. Стежки буквально по 2-3 мм. Если делать длинные движения, это способствует пропилам ногтевой пластины, особенно в боковых стенках. Их истончение впоследствии приведет к трещинам в точках роста. Помимо этого я обрабатываю боковой валик, для того, чтобы он выглядел красивым без сухой кожи. После этого останавливаю насадку, переключаю направление вращения, реверс, и произвожу другие движения от середины в правую сторону. На большом пальце мы можем увидеть, что лунула у модели широкая. Это говорит о том, что нельзя делать глубокий маникюр, а покрытие гель-лак будет только в стык кутикуле, а не под нее. Также короткими движениями убираю птеригий и приступаю к важному моменту при поднятию, создании юбочки. Для этого я располагаю насадку практически под 90 градусов относительно ногтевой пластины и иду небольшими стежками. И кутикула словно выворачивается наружу. Первым этапом проглаживаю, тем самым углубляюсь под кутикулу. Насадка становится параллельно кутикуле. В синусах хорошо натягиваю кожу. Для этого делаю верхний захват пальца клиента и указательным пальцем по диагонали оттягиваю кожу при обработке. Если в боковой пазухе вы увидели что-то белое, необходимо удостовериться, пыль это или птеригий. Убирайте тщательно пыль щеткой или отправьте клиента после маникюра помыть руки. Если белое все-таки осталось, то можно убрать аппаратом, но не переусердствуйте, для того, чтобы избежать отслоения ногтевой пластины сбоку, а не хализиса. Приподнимаю юбочку кутикулы очень аккуратно, без давления, для того, чтобы не было ранений. Важно полностью убрать птеригий с ногтевой пластины, так как если его оставить, он будет способствовать отслоению покрытия. Не проводите много раз по одному месту, для того, чтобы не истончить ноготь. Срез кутикулы вы можете выполнять любой алмазной насадкой со сферической формой. Цвет насечки подбираю в зависимости от типа кожи и кутикулы. Я буду использовать шар с красной насечкой, диаметр 0,33. Изначально также рекомендую вам потренироваться на бафике, как выполнять срез. Первым проходом мы идем торцевой частью по краю бафа, для того, чтобы его поверхность приподнялась, имитируя кутикулу. И средней частью бафа вторым проходом мы уже ее подсекаем и срезаем. Кладу палец клиента на бок верхним захватом, обрабатываю боковой валик фрезой большой шар с красной насечкой. Если бы кожа была более сухой, я бы взяла синюю. Скорость на аппарате приблизительно 5-7 тысяч в положении форвард. Движения легкие, не давлю на кутикулу. Первым проходом я еще сильнее приподнимаю кутикулу и вторым срезаю ее, подсекаю. Направление фрезы постоянно меняется, напоминая стрелки часов. На одном месте сильно не перетирайте шаром, для того, чтобы кожа не нагревалась, не было неприятных ощущений у клиента. Также перетертая кожа может приводить к тому, что очень быстро появятся заусенцы буквально на 2-3 день после маникюра.
Когда я хочу зашлифовать мелкие заусенцы, я совсем не давлю на насадку, совершая шлифовочные движения. Убираю полностью длину свободного края, так как впоследствии у нас будет выполняться наращивание ногтей. И с поверхности убираю оставшийся материал, мягкой стороной пилки совершая длинные движения. Обезжириваю ногтевую пластину. Посмотрим на результат после маникюра. Кутикула удалилась, и мы видим, что нет никаких покраснений. Это говорит о том, что аппаратный маникюр был выполнен верно. Мы рассмотрели всю работу аппаратом от снятия до среза кутикулы. Пишите в комментариях, с какими трудностями вы сталкиваетесь. Подписывайтесь на канал. Всем успехов! Пока-пока!